нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно. Все, что связано с Карабахом. Много раз мы постоянно об этом с вами говорим. Как я уже сказал, между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Должны не продолжать карабахское движение, потому что в этих выборах могут принять участие те граждане, только имеют исключительно армянский паспорт. Люди с российским паспортом, согласно Конституции Республики Армения, они не могут быть ни кандидатами в депутаты, ни кандидатами в премьер-министра. Путин слил Самвела Карапетяна. Что было в публичной сфере? Путин никогда бы не допустил, чтобы Пашинян ему парировал. Так, вы ОДКБ не то, вы там не заступились, вы это не сделали, это бред. У Никола столько духа нет, чтобы Путину сказать нет. Никол там себя такой мачо чувствовал. Путин вчера из Никола делал героя, который типа противостоит Москве, чтобы Европа это заметила, поверила, что Никол действительно проевропейский. Это такая игра для дилетантов и дураков. И Путин ему дал возможность показать, что он такой мачо. Это игра. И слил Самвела Карапетяна. Путин кто такой, что ты на основании его слов говоришь, что вы сказали, поэтому мы признали Карабах Азербайджан. А если завтра Путин признает, что Армения это Турция, пойдешь сделаешь заявление, что Армения это Турция? В общем, это позорное двустороннее там цирковое представление, и неплохо, что они именно на 1 апреля собрались, это символично, как раз соответствует. Они думают, что мы такие простофили, идиоты, они вдвоем сидят, там крутят, вертят. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, состоявшаяся 1 апреля в Москве, стала одной из наиболее показательных и политически нагруженных за весь период их взаимодействия. Формально она была выстроена в привычной дипломатической логике: экономика, безопасность, региональная стабильность. Однако по своему тону, структуре и расставленным акцентам эта встреча резко отличалась от всех предыдущих. Впервые Владимир Путин публично, под камерами, без привычной сдержанности и дипломатической мягкости, продемонстрировал жесткое отношение к курсу действующего армянского руководства и обозначил ряд сигналов, которые можно расценивать как предупреждение и фиксацию красных флагов. До этого подобного тона по отношению к Пашиняну не наблюдалось. Даже в периоды серьезных кризисов, после войны 2020 года, на фоне охлаждения отношений с ОДКБ, в моменты активного сближения Армении с Западом, Кремль избегал открытой публичной конфронтации. Критические моменты либо обсуждались в закрытом формате, либо сглаживались нейтральной риторикой. Именно поэтому встреча 1 апреля выглядит переломной. Жесткость была не случайной и не эмоциональной, а демонстративной и выверенной. Путин сознательно вынес ключевые сигналы в публичное пространство, тем самым адресовав их не только Пашиняну лично, но и армянскому политическому классу, элитам и обществу. Особое значение имел тот факт, что президент России напрямую увязал двусторонние отношения с внутриполитическими процессами в Армении. Его акцент на приближающихся выборах, на неизбежном обострении политической борьбы и на необходимости того, чтобы эти процессы не навредили отношениям между Россией и Арменией, по сути означает признание того, что Москва рассматривает исход армянских выборов как фактор стратегического значения. Это уже не дипломатическая формула, а политическая фиксация. Россия не намерена относиться к выбору будущей власти в Армении как к нейтральному и сугубо внутреннему процессу. Показательными стали и слова Путина о многочисленных политических силах в Армении, ориентированных на Россию, а также упоминание политиков, находящихся под арестом, включая лиц с российским гражданством. В дипломатической практике такие ремарки всегда являются сигналами. Фактически Путин дал понять, что Кремль недоволен тем, как в нынешней политической системе Армении маргинализирован или вытеснен пророссийский сегмент, и что Москва считает эту конфигурацию нестабильной и нежелательной. На этом фоне все более отчетливо проявляется вопрос предпочтений. В экспертной и политической среде все чаще упоминается имя Самвела Карапетяна как символ и потенциальная точка консолидации пророссийского вектора.
Речь идет не о прямом вмешательстве или поддержке конкретного кандидата, а о демонстрации того, что Москва видит альтернативу нынешнему курсу и готова воспринимать силы, ориентированные на стратегическое партнерство с Россией, как более приемлемый вариант будущего политического развития Армении. Экономический блок выступления Путина также был выстроен в логике давления, а не нейтрального обмена данными. Сопоставление объемов товарооборота, акцент на резком росте экспорта Армении в страны ЕАЭС, а главное, контраст между ценами на газ для Армении и Европейского Союза были использованы как аргумент против дальнейшего институционального сближения с ЕС. Посыл был предельно ясен. Экономические преимущества Армении являются следствием ее евразийской интеграции, и попытка совмещать несовместимые модели имеет предел. Тезис о принципиальной невозможности одновременного нахождения в евразийском и европейском экономическом пространстве прозвучал как жесткое предупреждение, а не как совет. Отдельного внимания заслуживает то, что Путин сознательно затронул тему Карабаха. Это было сделано не случайно и неформально. Фактически речь шла о политическом тесте, попытке на публичной площадке зафиксировать и прочувствовать позицию Пашиняна по вопросу, который десятилетиями оставался ключевым элементом армянской идентичности и региональной политики. Реакция Пашиняна была однозначной. Он публично и без оговорок подтвердил полный отказ от карабахской повестки, назвав ее закрытой и не подлежащей возобновлению в рамках государственной политики Армении. Для Кремля этот момент имел принципиальное значение. Путин не просто констатировал юридическую сторону вопроса, напомнив о признании территориальной целостности Азербайджана в 2022 году, но и фактически зафиксировал, что действующее руководство Армении окончательно и сознательно отказалось от карабахской темы. Это позволило Москве сделать важный вывод. Пашинян не рассматривает Карабах ни как предмет будущего торга, ни как элемент внутриполитической мобилизации. Именно в этом контексте карабахская тема приобрела дополнительное измерение. Фактически Путин продемонстрировал пророссийским силам внутри Армении, что для России вопрос Карабаха может оставаться актуальным, но только в том случае, если сама Армения вновь вернет его в политическую повестку. Иначе говоря, Москва дала понять, что нынешняя позиция Пашиняна не оставляет пространства для маневра, но альтернативная власть при ином подходе теоретически могла бы вернуть этот вопрос в поле стратегического обсуждения. Это был тонкий, но вполне читаемый сигнал тем силам, которые ориентируются на пересмотр нынешнего курса. Ответ Пашиняна, несмотря на уважительный и дипломатичный тон, лишь подчеркнул глубину расхождений. Он подтвердил важность отношений с Россией, но одновременно жестко обозначил суверенитет внешнеполитического и внутриполитического выбора Армении, включая право на многовекторность и ограничения на участие в выборах лиц с двойным гражданством, имея в виду Самвела Карапетяна. Это выглядело как косвенный, но осознанный ответ на кремлевские намеки. Владимир Путин во время встречи с Пашиняном не называл имени Самвела Карапетяна и не выдвигал официального требования снять уголовные дела или допустить конкретного человека к выборам. В дипломатическом смысле это было бы прямым вмешательством, на которое Кремль публично не идет. Но Путин осознанно сформулировал фразу максимально широко и показательно. Когда он сказал, что в Армении есть много пророссийских политических сил, что некоторые из их представителей находятся в местах лишения свободы, в том числе имея российский паспорт, и что России хотелось бы, чтобы все они могли участвовать во внутриполитическом процессе, это был не юридический, а политический сигнал. В совокупности встреча в Москве 1 апреля стала точкой качественного перелома. Впервые Владимир Путин публично и демонстративно показал, что терпимость к политическому маневру действующего армянского руководства практически исчерпана. Это была не попытка сгладить противоречия, а фиксация границ допустимого и предупреждение о последствиях.
С учетом характера и жесткости этих сигналов можно предположить, что даже в случае победы Пашиняна на предстоящих выборах его отношения с Россией столкнутся с серьезными и уже системными проблемами. Судя по тону Кремля, Москва не рассматривает его переизбрание как нейтральный или автоматически приемлемый сценарий и заранее закладывает основу для более жесткой линии. В этом смысле встреча 1 апреля выглядела не как продолжение прежнего диалога, а как публичное уведомление о том, что старая модель российско-армянских отношений подошла к своему пределу. В конце отметим, что бывший советник начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Владимир Погосян назвал словесную перепалку Путина и Пашиняна цирком, заявив, что Путин нарочно делает из Пашиняна крутого парня, чтобы показать Европе его силу. А также он заявил, что они участвуют в совместной игре. Постскриптум. Так выходит, что Пашинян нужен Путину для обхода санкций? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мировой политики.